Добрый день, коллеги, дамы и господа. Я приветствую всех представителей средств массовой информации, нашего уважаемого гостя, всех, кто находится на мультимедийной площадке Международного информационного агентства России. Сегодня мы начинаем пресс-конференцию директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимира Ивановича Ермакова. Вы знаете, проходила информация в СМИ по итогам встречи лидеров России и Соединенных Штатов в Хельсинки в середине июля, что Россия выступила с рядом инициатив по контролю над вооружениями. В частности, речь шла о меморандуме о ядерном разоружении и запрете применения оружия в космосе. Так ли это и ведутся ли какие-то на настоящий момент двусторонние переговоры? Ну, Россия вообще, в принципе, постоянно выступает с инициативами в области контроля над вооружениями. То есть у нас здесь позиция очень солидная. Естественно, к встрече наших лидеров мы готовили и предложения в этой области. И, естественно, мы им передали наши американским партнерам. Но вот что-то как-то реакция у них пока с этим глухо. Не готова американская сторона вести пока диалог. Позиция не выработана. Нет. Но, однако, вопрос предотвращения гонки вооружений в космосе обсуждался совсем недавно в Москве на московской первой конференции ООН по космическому праву и космической политике. Вот как прошла конференция, до чего удалось договориться? Ведь ваши американские коллеги также на этой конференции присутствовали, но позиция Соединенных Штатов такая, что они готовы размещать оружие в космосе. Ну, я не берусь говорить за наших американских коллег, готовы они или не готовы. Этот вопрос нужно им задавать. А конференция, которая была здесь, в Москве, действительно прошла на самом высшем уровне. Это первая конференция по правовому обеспечению вопросов освоения космического пространства, обеспечения безопасности космической деятельности. И, конечно, она имела огромнейший успех. То есть это было заявлено как и функционерами от секретариата ООН. Это ведь была совместная международная конференция ООН и нашего космического агентства Роскосмоса при содействии со стороны Министерства иностранных дел, естественно, Российской Федерации. Обсуждалась практически вся палитра проблем в области безопасности космической деятельности и многие другие проблемы мирного освоения космоса и так далее. В преломлении правового обеспечения. И то, что для нас, для моего департамента представлял наибольший интерес, это, конечно, проблематика предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Мы даем оценку и постоянно это подчеркиваем, что сейчас ситуация в мире такова, ничто не мешает государствам договориться о том, что в космосе не будет оружия. Просто договориться об этом хотя бы на политическом уровне и вести дело к выработке, подписанию юридически обязывающих договоренностей на этот счет. Оружия нет, выводить оттуда ничего не надо, давайте договоримся. Иначе мы можем столкнуться с ситуацией, с которой мы оказались в области ядерных вооружений. Вот чтобы такого не повторилось с космосом, чтобы у нас все-таки космос служил интересам прежде всего развития экономики всех государств, которые занимаются освоением космоса, гражданским целям прежде всего. Вот хотелось бы договориться о том, что в космосе оружия не будет. И вот это обсуждалось очень широко на московской конференции.
изъян есть в международном праве. Нигде не запрещено выводить обычное вооружение в космос. Договор 1967 года о космосе четко прописал, что в космосе не будет оружия массового уничтожения. Да? Ну, понятно, что не будет. Никто, в общем-то, в этом особо и не сомневается. Тогда и мысли не было в 1967 году, что возникнет другая проблема. Но она возникла. Сейчас многие государства, ну, с десяток точно, обладают потенциалом выведения в космос каких-то обычных вооружений. То есть такая потенциальная возможность, она, в принципе, существует. Чисто технологическая. Есть одно государство, Соединенные Штаты. В военной космической доктрине, которая четко прописано, что Соединенные Штаты будут предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы доминировать в космосе любыми доступными средствами. Ну, школьнику понятно, да, что имеется в виду. При необходимости будут выводить ударные средства и снимать с орбиты любые неугодные им объекты других государств. С юридической точки зрения, с международной, они имеют на это право. Но мы все-таки говорим о том, что не надо этого делать. Нас поддерживают абсолютно все в мире. Боятся этого делать открыто прямые союзники Соединенных Штатов, просто под жесточайшим давлением из Вашингтона. Сначала только Израиль занимал открыто такую позицию, а сейчас практически все страны НАТО говорят, что пока, наверное, не получится достичь каких-то договоренностей. Хотя у Евросоюза это тоже в приоритете достижения таких договоренностей. Но вот под давлением Соединенных Штатов, по сути, они стали работать против своих национальных интересов и против своих коллективных интересов Евросоюза. Здесь инициативы Российской Федерации, вы их хорошо знаете, это совместное с Китаем предложение заключить договор о предотвращении размещения оружия в космосе и применении силы против космических объектов, как из космоса, так и с Земли в космос. Этот проект договора лежит на столе переговоров в конференции по разоружению в Женеве, обновленная версия с 2014 года, там практически все учтено. То есть вот садись и договаривайся, то есть можно собирать переговорную площадку, и интересы всех государств могут быть учтены, потому что мы не говорим, что вот мы текст положили, вот давайте все подписываем. Нет, давайте. Если кто-то хочет чем-то улучшить, ради бога, давайте. Соединенные Штаты блокируют эту работу. Но мы тогда пошли как бы обходным путем. Мы реанимировали нашу инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе. Это политическая инициатива. Она не юридически обязывающая, это просто высшая форма транспарентности и выражения воли государства. Мы заявили о том, что мы в космос с оружием первыми выходить не будем. Нас на высшем уровне поддержали все страны ОДКБ, и еще порядка там, 20 ведущих государств мира, такие как Бразилия, Аргентина и масса других, Китай. В общем-то, многие государства, это уже полноформатные наши партнеры по этой инициативе, плюс наша резолюция о неразмещении первыми оружия в космосе в Первом комитете, там поддержка вообще колоссальная. Там
порядка 130 государств ежегодно голосуют за эту резолюцию. Соединенные Штаты очень нервничают, предпринимают фантастические усилия, там, бегают по залу, там, оказывают давление на другие государства, говорят, не голосуйте за российскую резолюцию. Это, представляете, это в Первом комитете. То есть основная задача Первого комитета – это разоружение, обеспечение безопасности, а Соединенные Штаты бегают по залу и говорят, не, нельзя за это голосовать. То есть смешно выглядит. Просто не солидно. Но вот такие у нас партнеры, других у нас Соединенных Штатов нет и не будет. Надо и с такими партнерами тоже работать на постоянной основе. Спасибо большое, Владимир Иванович.